4 яйца отделила желтки от белков. Белки пока убираю. Цедру одного маленького лимона. 2 столовые ложки крахмала кукурузного. И молоко 400 мл. Поставила на средний нагрев. И при постоянном помешивании жду, когда закипит. Крем начинает закипать и сразу моментально густеет. Мне нужно, чтобы он булькнул. Видите, булькнул. Сразу выключаю нагрев, но продолжаю помешивать, потому что крем еще варится. И пока крем еще горячий, добавляем масло сливочное, 50 граммов. Накрыла пищевой пленочкой в контакт и пока оставляю. И на этом этапе разведите 10 грамм желатина, один маленький пакетик. Этого хватит. Буквально желатин здесь нужен будет для лучшего сохранения формы. 10 граммов желатина и 50 миллилитров воды. Поставила воду, она у меня закипела. И ставлю миску с белками, паровую баню, так, чтобы она не касалась воды, была на пару. Добавляю щепотку соли, 150 грамм сахара и сок лимона столовую ложку. И все это перемешиваю. Пока сахар не растворится. Как бы завариваю белки. Да, стеклянная миска у меня огнеупорная. Вы ставьте любую миску, потому что стеклянная на такой на пару может разбиться обычная. Надо уменьшить немножко нагрев. Нагревать белки нужно примерно до температуры 60 градусов. Но термометра у меня нет, проверяю пальцем. Если очень горячая, значит уже есть 60 градусов. Можно белки снимаю. И сразу взбиваю белки. Белок взбит в крепкую пену. Безе готово. У меня все готово для сборки торта. Заварная часть крема стала комнатной температуры. И теперь нужно добавить к ней желатин. Распущенный желатин. Постепенно перемешиваем. Возьму венчик. Перемешала хорошо, крупинок нет, но цвет, видите, какой стал? Светленький. Хотя яйца у меня были, хотя желтки у меня были яркие. И теперь, как мне сделать цвет тыквы? Я буду использовать матчу оранжевую. Оранжевую матчу из манго. Это очень вкусно. Натуральный краситель из манго. Вот он какой. Я взяла 5 чайных ложечек. Сразу не бухаю его туда, в крем. Добавляю немножко к манго. Часть крема. И перемешиваю. Жалко, что видео не передает запах.
так вкусно пахнет манго. Видите, какой красивый цвет получается. Может, даже 5 ложечек будет мало. Из-за того, что это краситель натуральный, его нужно побольше класть. Это натуральное сушеное манго. Вот то же самое можно приготовить не на основе молока, как я делала, а на основе тыквенного пюре. И тогда не нужно вам будет добавлять краситель. У вас и так будет все оранжевое. А добавлю белки, а потом посмотрю на цвет, какой у меня будет. Ой, какая красота, посмотрите. Я еще развела 3 чайные ложки с красителем манго. И отправляю в холодильник на несколько часов. Постоял 3 часа в холодильнике. И теперь, чтобы вытащить его из формы, я нагрела горячую воду. И подержу его над горячей водой немножко. Буквально сразу отходит от формы. И переворачиваю его на тортницу. Так, оп. Ой, красавчик какой. Теперь можно отрезать кусочек. Смотрите, какая красота получилась. Очень нежное суфле. Смотрите, какая прелесть. Очень вкусная, воздушная, нежная вкуснятина. Такое вкусное суфле получилось. Просто тает во рту. Вкусных вам тортиков, друзья!